«Сэр, эта женщина была здесь вчера», — сказала девочка. Мужчина замер. Его жена была мертва. Миллионер, вдовец, стоял у могилы своей жены ранним утром. Туман медленно стелился по кладбищу, скрывая тропинки и аллеи под плотной серой вуалью, придавая всему месту странное, почти мистическое ощущение. В воздухе витал холодок, смешанный с запахом сырой земли и влажной травы, а на горизонте едва пробивались первые солнечные лучи, рассекая серость легким золотым сиянием. Он опустил взгляд на свежую мраморную плиту, на которой были выгравированы слова, ставшие для него вечным напоминанием о потере. Сердце сжималось от боли, а каждый шорох в листьях, каждый скрип ветки казался эхом ее ухода, воспоминанием о том, что больше никогда не услышит ее смеха и шагов. Неподалеку маленькая девочка играла среди надгробий. Вдруг она остановилась, широко распахнув глаза, и, указывая пальцем на одну из аллей, громко произнесла: «Сэр, эта женщина была здесь вчера». Миллионер почувствовал странное дрожание внутри, слова ребенка звучали невероятно. Он поднял голову, пытаясь уловить шелест шагов, но вокруг царила полная тишина. Как это могло быть? Его жена была мертва, похоронена здесь всего несколько дней назад. Невольное любопытство, перемешанное с тревогой, толкнуло его исследовать окрестности. Он медленно шагал по ухоженным аллеям, мимо аккуратно подстриженных кустов, надгробий, покрытых инеем и росой, и чувствовал, как каждая деталь кладбища будто шептала истории прежней жизни. Вдруг он наткнулся на старый заброшенный сад, скрытый густой зеленью и тенями высоких деревьев. Здесь время будто замедляло свой ход. Запущенные клумбы, заросшие мхом каменные дорожки и остатки древних фонтанов создавали атмосферу, будто мир позабыл о существовании этого места. Там, среди теней и забвения, он увидел ее живую, почти незаметную в своей попытке слиться с окружением. Ее фигура была тихой, как тень, но взгляд, который встретился с его глазами, был полон узнавания и одновременно настороженности. Постепенно страх сменялся мягкостью, когда она поняла, что перед ней тот, кого любила. Ее лицо, уставшее от скрытности и тревог, при этом излучало спокойствие и решимость, а глаза отражали ту любовь и заботу, что не угасли даже после стольких дней разлуки. Она поведала ему о том, как ее преследовали, как угроза нависла над их жизнью, и как ради безопасности она инсценировала свою смерть. Миллионер слушал, ощущая, как вместе с каждым словом растет облегчение, а радость смешивается с остатками страха, пережитого им обоими. Боль утраты смягчалась счастьем от неожиданной встречи, но память о тревожных днях оставалась, напоминая о хрупкости жизни. Вместе они разработали план, чтобы противостоять тем, кто пытался разрушить их жизнь. Преследователи были найдены, их влияние ликвидировано, и опасность, нависшая над ними, ушла в прошлое. Этот опыт сделал их союз крепче, теперь они знали, что могут выдержать испытания и не сломаться перед угрозой. Позже они вернулись к кладбищу. Теперь могила уже не казалась местом окончательной утраты. Здесь царила тихая победа, умиротворение и новая надежда. Ветер мягко играл листьями, наполняя воздух едва уловимым шепотом, а солнце освещало мраморное надгробие, создавая игру света и теней, словно подчеркивая триумф жизни над смертью. Рядом стояла она, живая, настоящая, готовая вместе с ним встречать будущее. Любовь, проверенная временем, страхом и опасностью, оказалась сильнее любой угрозы, и теперь они могли идти дальше, неся с собой это непобедимое чувство. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.